Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Solid, и у нас ни много ни мало событие. Мой подписчик Серега из другой страны, западной, не скажу какой, прислал мне огромные 3 посылки пайков. Вот оно, ребят, мечта пищмена. Здесь примерно 25 килограмм пайков. 3 посылки огромные, вот такие желтые пришли. Причем очень много чего личного характера. Я даже показать не могу. Например, вот такие коробки Сереге тоже пришли именные. Все дошло, все сохранилось. Спасибо большое. Что там внутри, поговорим отдельно на стримах. Но вот это топчик. И сегодня мы с вами посмотрим лишь на маленькую часть всего этого добра, а именно, представляю вашему вниманию, суточный армейский паёк Франции, но только для подводников. Ребят, теперь мои видео можно будет смотреть в ВК-сообществе. Ссылочка будет в описании. Приятного просмотра. И так уж совпало, что в 2024 году Франция обновила себе штатные армейские ножи. Вот этот ножик мне прислал уже другой подписчик, не Серега. Дело в том, что вы практически на каждом обзоре видите вот этот ножик. Это тоже нож Франции. Мне его прислал тот же подписчик, который прислал вот этот режек. Но он вот старый, но очень надежный, потому что он был все эти годы в моих руках. Но ничто не вечно, его время пришло, дождался он сменяемости. И теперь у нас новый образец, который выглядит, внимание, следующим образом. Очень футуристично, очень легкий, гораздо легче раза в 2, чем предыдущий. Удобно лежит в руке, и его нигде не купить. Есть специальная кнопочка, чтобы его сложить, открывашка и даже штопор, чтобы открывать французское вино. Также есть соответствующие документы и, внимание, специальная обновленная ложка, которую невозможно ни согнуть, ни сломать, но только не для меня. Не, надо починить. Поэтому у нас сегодня все трушно. Мы будем вскрывать французский паёк французским ножом. Начну, как всегда, с упаковки. Обратите внимание, что для подводников специально сделано 2 водонепроницаемые упаковки. Вот прям как корпус подводной лодки. И мы видим 2 этикетки с одной и с другой стороны. Вот здесь вот побольше информации. Здесь написано, что это меню D, что бы это ни значило. Рассчитано на 24 часа, произведено в 2024 году. Весит все это добро 1 килограмм 750 грамм. И на борту находится 3600 килокалорий. Все здесь хорошо. Обратите внимание на дизайн. Цвет морской волны. Я вот просто смотрю и насмотреться не могу. Но надо вскрывать. Стоять. Что ты делаешь-то? Ну и чё? Это чтобы западные ценности не проникли. Хрен с тобой, я есть хочу. О! Вот это мое почтение! Стоять! Что-то не помогает. О. Вообще совести нет. Что ты обалдел, что ли? Не могу, что за хуйня, одна ты чё, я тебе говорю, ты чё, хуй, пичмен останавливает на его пути? Что ты орешь? Разложили мы красоту на столе, и, в принципе, можно сказать, что много, да? Но нет, ребят. Я не согласен, потому что из основных блюд здесь всего, вот они, 2 по 300 грамм. Это я согласен, но я положил 350. Также есть вот такие 2 маленькие консервные баночки, ну, дополнительные вкусняшки. На завтрак у нас будут мюсли, это понятно, печенюхи. Все для того, чтобы приготовить главные блюда. А вот это что, ребят? Это мелочевка. Я ненавижу мелочевку, но это невозможно. Потому что столько фантиков, столько всякого мусора появляется после употребления данной пищи. Ну вот. Помогает фольга жиротворящая. Из минусов. Во-первых, я не верю, что здесь 3500 калорий. Откуда им тут взяться? Потому что здесь всего-навсего 2 пакетика с сахарным песком. И то это не сахар, ребят. Это сахарозаменитель. 5 грамм буквально в пакетике. Как мне пить чай? Как мне пить вот эти 3 кофе? Или это какао? Какая разница? Куда мне это засыпывать? В общем-то, все плохо. И ругать можно до бесконечности. Но я не могу уже терпеть. Давайте наконец-таки переходить к завтраку. Если видео тормозит и не грузится, как ни крути. Ищите видео в поиске Яндекса. Реально помогает.
Ребят, давненько не было исторической справки. Давайте коротенечко. Флот Франции был создан еще в 16 веке при Людовике XIII для того, чтобы соревноваться с Британией по количеству колоний. А первая подводная лодка Франции была паровая, и построена она в 1900 году. Называлась «Нарвал». Буквально через 9 лет была подбита и продана на металлолом. А к началу Второй мировой у французов было аж 77 подводных лодок. К сожалению, основную часть из них захватили немцы. Но, тем не менее, кое-что удалось передать Британии или потопить. А на данный момент подводные силы Франции включают в себя 10 подлодок. Среди них есть, конечно же, стратегические ракетоносцы, но последний писк моды — это не мощность. И не водоизмещение, и даже не атомный реактор, а наоборот, компактный размер, минимальный по численности экипаж, буквально 15 человек, но при этом лодка нашпигована дронами и ракетами. Вот такой проект представлен французской Naval Group, и работать лодка будет, внимание, на обычных аккумуляторах. Да, примерно как электросамокат. Называется проект SMX-31. И я не знаю, насколько идея с батарейками будет оправдана, но японцы уже ввели подобную лодку в строй. Но это уже другая история. Продолжаем. Вот он, стандартный европейский армейский завтрак. Все просто: каша, печенюхи с плавленным сыром и кофе с сахаром. Из хорошего — это наличие вот такого пакетика с мелочью, внутри которого находилась в основном сыпучка. Все-таки нужно представить, что я сейчас на подводной лодке. Тут все достаточно скромно. Каша из себя представляет привычное блюдо, которое надо просто развести в кипятке, и будет порядок. Очень много шоколада, видите, прям вот такая густота. Замечательный овсяный геркулес с добавкой подсолнечных семян. Вон там зелененькое было, погнали. Вот ты ешь шоколад просто. Как не хватает какого-то жира здесь. Вот майонеза, например. Либо хотя бы масло. Ну, обычное, сливочное. Хотя бы из Арабских Эмиратов. Вкус крайне простой, приземленный. Вот как шоколадка с орехами примерно. Там миндаль был. Уже нет, наверное. По баллам 7. Если этого недостаточно, а мне недостаточно, то есть печенюхи, причем в 3 вариантах: шоколадные, соленые и простые. Мы вот выбрали на завтрак простые, потому что их больше всего. Просто так их есть скучно, поэтому есть французский сыр, причем необычный. Тут смесь коровьего и козьего молока. Замечательный цвет, ровная структура, знаете, такой горячий пластилин. Да, массивный запах, хорошо. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот я всегда говорил, что не люблю козу. Причем в любом исполнении, неважно, мясо, это молоко козье. Во-первых, чрезвычайно мощный вкус. Лезет, нарочито лезет вот это козье молоко. Причем ты даже чувствуешь вот это сено. Вот как будто бы его только что подоили, представляете? Немного сладковатое послевкусие и чуть-чуть горчит. Заходит. Тут они молодцы. 10 смело можно поставить. Я его съел, даже кофе он не запил. Давайте тогда сухомяткой. По поводу кофе. Здесь у нас она с петухом почему-то. 2 грамма, но мы умножили это на 2, получилось 4. Мы развели все это вот на такой маленький стаканчик и добавили буквально 1 щепотку сахара. Погнали. Мощь. Вот этот напиток надо пить исключительно с точки зрения какого-то лекарства. Типа, я не выспался, окей, на! То, что вкус настолько мощный, он даже не сколько горький, сколько тебе вот прям реально мгновенно попадает в кровь, как будто бы, и ты заведенный. И ты можешь работать целый день. Вперед! Сахара не ощущаю вообще. Очень сильно не хватает сливок, но это, как мы понимаем, на любителя, поэтому по баллам ставлю 6. Думаете, я буду сейчас хвалить за галеты за такие? Не, они по внешнему виду хорошие, но очень обманчивые по вкусу, прогорклые и хреновые, поэтому ставлю тройбаш и давайте переходить к обеду.
Обед гораздо интереснее. Начнем вот с этой коробки. Уж очень часто она встречается в европейских пайках. И это оправдано. Внутри находится таганок, таблетки для разогрева пищи, спички и зубочистки в пакете, таблетки для обеззараживания воды, ручка для банки, пакетик для мусора. И все это компактно упаковано в картон. Вот почему бы не сделать то же самое у нас, верно? Удобно же. Таганок быстро складывается, и он прям, крепкий. Вот не сомневайтесь. А таблетки похуже. Из-за того, что они тоненькие, могут крошиться как мел. Но горят неплохо, особенно если положить парочку. Банка разогревается очень быстро. Буквально минута, и пора снимать. Есть вот такая приспособа. Тоже, согласитесь, удобно и безопасно. Можем смело копировать. Ну что же выносится? Готов? Уехал. Ну вот, другое дело, ребят. Настоящий обед, где есть первое горячее блюдо, второе уже холодное блюдо, ну и остальные вкусняшки. Но обо всем по порядку. Во-первых, это супец под названием минестрон. Мне, правда, не нравятся все слова, которые начинаются с мини. Обратите внимание, если добавить воды, то он даже краснеть будет. Но не дайте себя обмануть. Здесь только картофельный крахмал с овощами. Ну и немножечко лапши. Все. Погнали. Стоять. Все. Это трудно описуемый нюх. По вкусу это точная копия любого супа, который у нас можно встретить в пайках в виде сублимации. Хотите представить, что это борщ? Пожалуйста. Если рассольник, то же самое будет. Куриный какой-нибудь, то же самое. Даже грибной, в принципе, по вкусу будет то же самое. Немного кислит, немного перчит, немного солит и до хрена крахмала. Что о нем можно сказать? 3 балла. Другое дело, второе блюдо. Обратите внимание на его необычность. Вот скрываешь, и сразу видно, что что-то в нем не так. Знаете, как он называется? Салат из красного киноа с утиными желудками. Киноа — это вот вся крупа, которую вы сейчас наблюдаете. Также я здесь вижу перчик, огромное количество кукурузки и дохренище вот этого мяса, если его так можно называть. Но, кстати, текстурка у него интересная. Она должна быть очень мягонькая. Давайте попробуем. Честно говоря, до этого есть утиные желудки еще не приходилось. Вы не могли бы просто вот тушенку с гречкой положить, а? Вот к чему эти понты? Вкус усложненный, утонченный, вот прям на любителя, прям на большого. Но мне заходит. Какой жирный любитель сидит. Можно даже не жевать. Она сама проваливается, прям соскальзывает. Очень необычный, непривычный вкус. В первую очередь ты ощущаешь уксус. Да, оно кислит. Но тут же перешибается сложнейшими вкусовыми данными вот этих потрясающих ингредиентов. Мясо, оно как колбаска в оливье. Чуть-чуть, на мой взгляд, не хватает перца. Слава богу, они сюда его положили. Давайте поперчим. Блин, что это такое? Что так мало-то? Алло. Что бред какой-то. Ну-ка. За перец сразу 2 ставлю, потому что можно 2 пакетика добавить и вообще ничего не почувствовать. Он тут нулевой. Какие они неженки там все, господи, а! Что-нибудь пожестче надо мне! Нам это непривычно, ребят. Не надо этого пробовать. Ну почему ты заканчиваешься-то? Все. Нет слов. По баллам, естественно, 10, но это то самое блюдо, которое надо есть очень аккуратно, в дорогом ресторане, на белоснежной скатерти, на такой огромной тарелке, где посередине навалена вот эта маленькая порция, и ты очень аккуратно, вот маленькими столовыми приборами все это ешь, и выпрямляешь спинку, смотришь на окружающих, как они смотрят на тебя, как ты это ешь, вот соблюдая этикет, это еще будет вкуснее, но мне плевать, поэтому доедаем и переходим к следующему блюду. Вот она, ребят, это рыбная котлетка. Вообще редкость для пайков. Я такого никогда не видел, тем более у французов. При вскрытии, естественно, больше всего мне это напомнило нашу отечественную кильку в томатном соусе. Да, только очень мелкого помола. По составу здесь лук, рапсовое масло, томатная паста и, внимание, основной ингредиент — это тунец. Давайте
Класс. От нашей пельки далеко. Че, опять фольгу доставать? Не надо. Издалека только напоминает кильку в томатном соусе, но по факту это гораздо качественнее. Я не знаю, как это объяснить. Возможно, это из-за тунца. Может быть, рапсовое масло делает свое дело, такую утонченность добавляет. Все идеально. Прочувствуйте это нежнейшее послевкусие. Обломов завидуй. Отлично, естественно, 10. Так. И еще на обед я решил себя порадовать андросом. Ну, то есть холодным повидлосом, который выглядит тоже потрясающе. Хорошая порция, прям плотненько, толстым слоем заходит на эту галету. Смотрите, видите, она даже не падает. Класс. Погнали. После рыбы-то клубника прям хорошо заходит. Ну, прям вообще закормили. Я прям не могу. Ты закончилась, что ли, уже? Вот, еще чуть-чуть. Обожаю. Естественно, 10. Давайте переходить дальше. Набрал дрянь и сейчас будет жевать. Перед нами впервые полдник, поскольку подводники это все-таки элитные войска, поэтому их надо и кормить соответствующим образом. Здесь очень много полезных вкусняк с содержанием витаминов. Надолго останавливаться не будем, у нас еще ужин впереди, поэтому покажу и съем. Все. Шоколад выглядит следующим образом, немножечко побелел, но это ничего страшного, это говорит только о качестве шоколада, что он настоящий. Здесь он темный, имеет приятную знакомую структуру и очень плотный, очень, как плитка. Ребята, я вам серьезно говорю, смотрите, какая плотность. Его даже ножом хрен возьмешь. Обалдеть. Только рассасывать. В принципе, классический темный шоколад. Я ничего про него плохого сказать не могу. Единственное, что очень плотный. Поэтому 7. Следующая вкусняшка — это абрикосовый мармелад. Выглядит мое почтение. Я его даже ломать не буду. Я его целиком. Это что-то я сейчас божественное попробовал. Я же люблю курагу. Вот то же самое, только еще с сахаром. Она так замечательно проползла в жиросжигатель. 10. С удовольствием бы съел еще. Мало. Перед нами восточные сладости. Выглядит очень интересно, белоснежно, внутри непонятно что, тоже какой-то, видать, мармелад. Палец. И все это, ну, слава богу, мягкое. Все-таки я понял, почему тут 3500 калорий. Сахара мало, они вот этим добили. Вот здесь до хрена их. Это хорошо. Для солдата, тем более для подводника, когда на тебя все давит и иллюминатор не открыть, подобные сладости я считаю полезным. Потому что психология тоже важна. Да можно еще. Следующее называется Combat Fuel с банановым вкусом. Выглядит как лепешка. Банан в карамели. Погнали. Короче, по вкусу это такие смятые банановые чипсы. Тоже сладко, много сахара, прям чувствуется зачетик, 10 тоже сразу. Надеюсь, не потолстею после этого. И завершающий батончик тоже называется Combat Fuel, только со вкусом кофе. Выглядит коричнево. Тут без комментариев. Погнали. Такой сомнительный, на любителя, чуть-чуть даже горьковат. Поэтому ставлю 6. Теперь насчет напитков. У нас здесь их 2. Это изотоник, микс-дринк, который мы уже видели, вот он темненький, и чай, который называется Баранюс Думанде. Материться, пей давай. Ой, что-то знакомое. В деревне готовили такие же чаи. По вкусу это листья малины и черной смородины. Вот вместе совмещаете, немножечко мяты, и получается топовая вещь.
Я не знаю, что сейчас со мной будет, потому что во мне уже столько жидкости. Этот напиток на самом деле рассчитан на пол-литра, то бишь флягу его заливаешь и восстанавливаешь водно-солевой баланс в организме. Именно поэтому он употребляется после обеда, после физических нагрузок. Погнали. Очень средний вкус. Если это разбавить на флягу, будет еще хуже. Даже стрёмно озвучивать, но это молоко с апельсином. Примерно так. Сложненько. У меня как раз выходит соль, поэтому надо восполнить. Чего она у тебя выходит? От тебя! За полезность ставлю 10, по вкусовым данным это 7. Переходим к ужину. На ужин у нас очень интересное и при этом по названию самокритичное блюдо, которое называется «Я свинина с равиолли». Это руки. Это не руки, Сережа. Это руки. уже упаковка такая, Это я тебе да. отвечаю, говёная, блин, для подводников еще. Да. Отлично. По сути, это обычные пельмени, которые кому-то было лень готовить, потому что здесь отдельно мясо, отдельно тесто. Все. Зато мясо здесь, кстати, предостаточно крупные куски. Давайте попробуем вот совместно с тестом сразу вот так, чтобы... Пошло. Какой приятный вечерний ужин. Начну с теста. Оно выглядит жестким, как макароны, как что-то плотное. Но в действительности, если это нормально подогреть, оно тает. Ты его даже не чувствуешь. И оно не имеет собственного вкуса, потому что оно пропитано бульончиком. А вот что касается мяса, ты, конечно, чувствуешь эту структуру, но тоже так мягко. Вот оно все обволакивает. И вот если закрыть глаза, ты сразу не поймешь, что жуешь. Мясо или ногу соседа. Но все равно по вкусу это даже близко не наши пельмени, потому что не хватает элементарных специй, даже соли, ни лаврушки, ничего вообще я не ощущаю. Это очень скучный вкус. Такое ощущение, как будто бы мясо просто сварили, и оно обладает вот таким свежевареным запахом, именно мясным. И все. Оно даже по послевкусию немного горчит. Поэтому высокий балл это блюдо не заслуживает, поставлю 6. Ну, на ужин самый топчик. Эх, все хорошее, жалко, заканчивается и этот паёк тоже. У нас остались вот такие печенюшки. Давайте их отдельно попробуем. Я скажу так, что вот эта версия, именно по вкусовым данным, гораздо лучше, чем все остальные печенюшки, которые тут были. Поэтому за этот продукт ставлю 8. Насчет какао. Это вообще частый гость в европейских пайках, поэтому ненадолго, но полностью. То чувство, когда ни они, ни я не понимают разницу между какао и горячим шоколадом. Вот как-то одно и то же у них. Все это размыто. Ой, вот он был. Ёп. Проглотил. Естественно, 10. Все, ребят, переходим к вердикту. Во-первых, огромное, бесконечное спасибо тем подписчикам, которые достают такие редкости и просто присылают мне на обзор. Серег, жму тебе руку, и от оператора тебе тоже большой привет и благодарочка. И тому, кто прислал нож, он просил не называть его имя, тоже огромное спасибо. Ребят, давайте напишем им приятные слова в комментариях, они это точно заслужили. Теперь насчет пайка. Честно говоря, от французов я ожидал чего-то большего и редкого, потому что все-таки элита, флот, но по сути он же мало чем отличается от картонной версии. Тут даже ложек нет. Да, он такой же качественный, как и все французские, которые у нас были на обзорах, но изюминки, к сожалению, нет. Из хорошего мало сахара. Очень аккуратная кухня, где даже в консервах чувствуется тот самый букет. Это я привык, что все пересолено, поэтому казалось, что не хватает специй. Но в действительности именно в этом и фишка. Приготовить пищу вкусно, прибегая к минимальному количеству специй. Поэтому здесь нет приторных оттенков, приятно естественное послевкусие и не хочется срочно запить водой. А из минусов ругать их особо не за что. Единственный момент, я бы заменил печеньки. Да, они
прикольный, но других у них вообще в пайках не встречаются. И не очень хороший супчик. Но он тут символический, поэтому сильно докапываться не буду. А в целом, хороший паёк. Если достанете, оцените. Вот, как-то так. Ребят, на этом пока что все. Всем вам отдельное спасибо за поддержку в виде комментариев и просмотров. Не забывайте поставить лайчонок и подписаться на канал. А если ты прямо сейчас поделишься этим видео с другом, то это будет наивысшая для нас с оператором наградой. Поверьте, вы нам очень помогаете. Спасибо всем, всем удачи, всем пока.